Всем привет! Давние подписчики моего канала, думаю, помнят, как много лет назад я собирал небольшой самодельный фрезерный станок с числовым программным управлением, сокращенно говоря, станок с ЧПУ. Я подробно показал процесс его изготовления, который, как многие могли подметить, был достаточно трудоемкий, и без опыта работы и некоторого инструментального оснащения было бы повторить очень сложно. Тогда постройка станка мне вышла в 300 с чем-то долларов и очень много рабочего времени. Но, как говорится... А часики тикают. Они, блядь, не стоят. И сейчас за эти же деньги можно приобрести уже готовый станок, который будет иметь даже лучшее оснащение, практически такое же рабочее поле и, что самое главное, будет работать без танцев с бубном прямо из коробки. Именно такой станок от производителя Luni CNC предлагаю рассмотреть в этом видео. Модель 3018 Pro Max со шпинделем на 500 Вт и лазерным модулем на 10. В этом видео произведем сборку, подключение и тесты станка. Посмотрим на станок в работе и изготовим с его помощью что-нибудь полезное. В последнее время китайцы очень радуют качественной упаковкой своих товаров, и этот станок не стал исключением. В коробке нас встречает подробнейшая инструкция на русском языке. Коробочка с различными мелочами, необходимыми для работы. Управляющая плата с 32-битным процессором. USB кабель для подключения к компьютеру. Блок питания на 48 вольт 11 ампер. 500-ваттный шпиндель с цанговым патроном ER11. Щуп для задания нулевых координат фрезы по оси Z. Кнопка аварийной остановки. Прижимы для фиксации заготовок на рабочем столе. Шаблон для выставления гаек при сборке в правильное положение. Набор фрез и цанговый патрон. Провода для подключения всех компонентов. Пульт для управления и автономной работы станка без подключения к компьютеру. Этой вещи мне очень не хватало на моем самодельном станке. Ось X и Z поставляется в виде уже собранного портала. Основание с осью Y и рабочим столом также идет уже собранное. Все изготовлено качественно и точно из толстых алюминиевых пластин и конструкционного профиля. В отличие от моего самодельного станка с подвижным порталом, это конструкция с подвижным столом по оси Y. В данном станке применены цилиндрические направляющие в паре с линейными подшипниками. Роль ходового винта выполняет шпилька с трапециевидной резьбой и ходовой гайкой с возможностью выбора люфта, что очень хорошо. Дополнением в моей комплектации станка идет коробка с лазерным модулем на 10 Вт. Вот как выглядит все содержимое коробок. Сборка станка максимально простая и понятная. С помощью шаблона выставляем гайки и прикручиваем портал. Все пакетики с крепежом имеют маркировку, и ошибиться тут невозможно. Впервые вижу, чтобы в комплект клали настолько качественные шестигранники. Вроде бы и мелочь, а очень приятно. При установке портала его перпендикулярность рекомендую проверить с помощью угольника. Прикручиваю ножки и концевые выключатели. Монтирую кнопку аварийного отключения. Устанавливаю цангу в патрон и шпиндель на свое место. Прикручиваю плату и блок питания. Произвожу подключение всех проводов. Каждый провод подписан, а потому делается это легко и просто. Вот как выглядит полностью собранный и готовый к работе станок. Начать тестирование решил со шпинделя и гравировки своих шильдиков, которые я устанавливаю на свои изделия. Ранее я их делал на своем самодельном станке. А теперь глянем, как с этой задачей справится этот станок. Для создания управляющих программ я использую программу ArtCam. Создаю дизайн шильдика, а после делаю управляющую программу.
Управляющая программа — это набор команд, написанных на специальном языке, в нашем случае на G-коде, который управляет станком с числовым программным управлением для обработки деталей. Текст и одна окружность будут гравироваться гравировальной фрезой, а сверление отверстий и обрезка по контуру будет производиться уже другой, концевой однозаходной фрезой. Поскольку наш станок не поддерживает автоматическую смену инструмента, сохраняем все это как две отдельные управляющие программы. Здесь можно выполнить симуляцию обработки и посмотреть, как будет выглядеть готовая модель. Далее нам понадобится программа GRBL Controller, которая идет на флешке вместе со станком. Подключаем станок через USB кабель к компу и производим синхронизацию. Делать шильдик буду из алюминиевого листа толщиной 1,2 мм. Чтобы не повредить рабочий стол, добавлю подкладку из фанеры. Закрепляю пластину с помощью прижимов, идущих в комплекте. Погоняв станок на различных режимах, понял, что для гравировки алюминия комплектные фрезы не подходят, они оставляют очень много заусенцев. Использовать буду свои уже проверенные фрезы, концевую однозаходную для резки и гравировальную вот такой хитрой формы с небольшим притуплением на конце. Для определения нулевой точки можно использовать щуп, идущий в комплекте. Его подключаем в соответствующее гнездо на плате, крокодил цепляем на фрезу, а пластину укладываем на рабочий стол. В программе GRBL Controller нажимаем кнопку Z-Probe, и станок сам касанием определяет нулевую точку. Очень удобно, что на ходовых винтах имеются барашки для ручного перемещения осей. Это полезная функция для точного выставления положения рабочего инструмента. Открываю первую управляющую программу и передвигаю фрезу в точку, из которой начнется обработка. Делаю обнуление по осям и нажимаю «Пуск». Станок оживает и приступает к работе. Отображение положения фрезы в программе происходит в реальном времени. Черным отмечены траектории обработки, которые станку еще предстоит выполнить. Выполнив гравировку, станок возвращается в нулевую точку. Теперь произвожу замену гравировальной фрезы на однозаходную концевую. Открываю новую управляющую программу со сверлением отверстий и резки по контуру. Чтобы в процессе вырезания заготовку не вырвало, я не делал рез на всю глубину и оставил недорез в несколько соток. Для такого небольшого станка фрезеровка алюминия — это достаточно серьезное испытание, но как видите, с ним он отлично справляется. Отделяю полученный шильдик и снимаю облой по краям. Гравировку заполняю краской. И вот какая красота получилась, ничем не хуже шильдиков, которые я делал на своем самодельном станке. Но теперь попробуем изготовить еще что-нибудь интересное. Составляю очередную управляющую программу. Для обработки оргстекла буду также использовать концевую однозаходную фрезу. Оргстекло толщиной 8 мм от монитора. Фиксирую на рабочем столе с помощью двухстороннего скотча. Этого будет более чем достаточно. Обнуление по оси Z также можно производить с помощью бумажки. Запускаю станок. Заглубление делал сразу на полмиллиметра. С обработкой оргстекла станок справляется вообще без проблем. Произвожу замену фрезы, чтобы дорезать мелкие элементы. Гравировка выполнена. Ацетоном стираю матовое покрытие с поверхности. Ручным фрезером обрабатываю кромки. Если бы рабочее поле станка позволяло, то выполнить эту операцию можно было бы и на нем. С резкой оргстекла лобзик не справился, и отрезать необходимый кусок снова пришлось с помощью ручного фрезера в несколько проходов. Кстати, напишите в комментариях, как вы режете толстое оргстекло. Вот какого результата мне удалось добиться. В 15-й профильной трубе сделал пропил и покрасил в черный. Внутрь вклеил светодиодную ленту, вставил оргстекло и зафиксировал его по краям с помощью полиуретанового герметика.
В результате всех стараний вот какая прикольная вывеска получилась. Закрепляю ее с помощью магнитов на своей зарядной стойке. Как для первого подобного изделия, мне кажется, получилось довольно неплохо. В режиме фрезера станок мы протестировали, а теперь заменим шпиндель на лазерный модуль. Делается это в несколько простых действий. Для более эффективной работы лазерного модуля туда рекомендуется подавать воздух. Он будет охлаждать зону обработки и защищать линзы лазера от копоти и дыма. Для подачи воздуха можно использовать специальный компрессор или компрессор для аквариума. Я же подключусь к своей гаражной пневмолинии через дополнительный редуктор. Как показали тесты, для работы достаточно давления 0,3-0,5 бар. Чтобы не растягивать видео, все тесты и подбор режимов работы произвел за кадром, и сейчас поделюсь с вами только самой нужной информацией. Итак, для работы в режиме лазера нам понадобится программа Lightburn, которая идет на флешке со станком. Перед началом работы необходимо будет сделать 3 теста. Первый для подбора режимов гравировки. Сделал вот такой шаблон, где в процентном соотношении указывается мощность лазера, далее скорость гравировки в миллиметрах в минуту и квадратик, который будет выжжен с этими параметрами. Скорость 3000 мм в минуту была подобрана мной экспериментальным путем конкретно для этой модели станка и этого 10-ваттного лазера. Выше 3000 мм в минуту мне этот станок разогнать не удалось. Карточка-шпаргалка готова. В дальнейшем, ориентируясь на ее показания, можно будет выставлять желаемые параметры гравировки. Второй тест, который необходимо будет произвести, это тест резки, в моем случае фанеры толщиной 4,5 мм. Проходы делаю на 100% мощности лазера и различной скорости. Можно видеть, что максимальная скорость резки для этой фанеры составила 250 мм в минуту. Зная эту информацию, можно переходить к третьему и заключительному тесту. Тесту компенсации ширины реза. Поскольку лазерный луч имеет некоторую ширину, ее обязательно следует учитывать, особенно если вы планируете изготавливать какие-то точные изделия или изделия с соединением шип-паз. Для теста нарезал 3 соединения шип-паз с различной величиной компенсации. Первое 0 на 0 или без компенсации. Можно видеть, что оно получилось очень свободным и прям болтается. Соединение номер 2, тут добавил по 5 соток на сторону, оно получилось уже плотней, но зазор все равно присутствует. В третьем соединении добавил уже 8 соток, и оно, как по мне, получилось самым оптимальным. Умножив 8 на 2, можно сделать вывод, что лазерный луч имеет ширину примерно 16 сотых мм, и в дальнейшем при резке это обязательно нужно будет учитывать. Все важные тесты произведены, теперь мы знаем, какие режимы работы нужно задавать для работы станка и можем попробовать изготовить что-нибудь полезное. Создавать файлы для лазерной резки можно в любом удобном графическом редакторе для векторной графики. Очень часто для этого используют программу CorelDRAW, но мне воплощать мои задумки в ней оказалось неудобно, и я решил воспользоваться старым добрым скетчапом. Моделирую свое изделие с учетом всех компенсаций и экспортирую в программу Lightburn. Выделяю цифры в отдельную группу и задаю им параметры гравировки. Все, что необходимо будет вырезать, выделяю в отдельную группу и задаю ей параметр для резки. Нажав на эту кнопку, можно сделать предпросмотр и посмотреть, как будет происходить обработка. Для лазерной резки расстояние от лазерного модуля до стола слишком велико, и для нормальной работы необходимо подобрать какие-то проставки, что, как я считаю, небольшая недоработка. Еще было бы круто, если бы производитель в комплект со станком дополнительно клал небольшой сотовый стол. Он нужен, чтобы материал, который режется насквозь, не темнел от дыма по линии реза с обратной стороны. С помощью вот такого щупа, идущего в комплекте, задаю необходимое фокусное расстояние от лазера до поверхности. Отгоняю станок в точку, из которой начнется обработка, включаю подачу воздуха и запускаю процесс. Несколько деталей ушли в брак из-за непонятного зависания станка, но после перезагрузки всей системы все детали были нарезаны. Качество гравировки и чистота реза мне очень понравились. Подгонка получилась плотная, и детали собираются с характерным скрипом. В некоторых местах даже пришлось задействовать молоток.
Вот какая прикольная подставка для сверл получилась. Для сборки даже не пришлось использовать клей. Смоделировал очередное изделие и отправил на резку. При резке образуется очень много дыма, а потому все работы я производил под мощной вытяжкой. Смотря на все эти детали, вырезанные с невероятной точностью, мой внутренний перфекционист просто ликует. Раньше для выполнения таких работ пришлось бы использовать ручной лобзик, потратить кучу времени и в итоге все равно получить изделие гораздо худшего качества. Изделие собрано, вот какая подставка для хранения аккумуляторов получилась. Кроме полезных вещей, на таком станке можно делать всякую хрень, наподобие такой медальки. Кстати, подготовленный файл можно сохранить на флешку и запустить на станке без подключения к компьютеру. Для этого к станку необходимо подключить контроллер для автономной работы, который идет в комплекте. Находим необходимый файл и запускаем его в работу. При работе используйте специальные защитные очки, которых, кстати, в комплекте почему-то не было. Их я взял от своего фотополимерного принтера, благо длина волны что там одинаковая, 405 нанометров. Такую медаль всегда нужно держать в наличии, чтобы при случае вручить ее человеку, который ее заслужил. Решил попробовать сделать шайбы из камерной резины толщиной 2,5 мм, но мощности лазера немного не хватило, чтобы прорезать ее насквозь. Возможно, это была резина с большим содержанием углерода. После выгорания каучукового связующего вместе реза остается углерод, который никуда не деется и блокирует дальнейшее прохождение лазерного луча. Тонкую резину от камеры меча лазер режет вообще легко, но делать этого я вам не советую, потому как вонь при этом образуется просто адская, даже мощная вытяжка не справляется. С фанерой толщиной 7 мм лазер также справляется, но делает это очень медленно, со скоростью всего 90 мм в минуту. Поместив на рабочий стол самоклеющуюся пленку, можно делать наклейки. А вот как станок справляется с гравировкой нержавейки. Рисунок получается достаточно глубокий. А это также попытка гравировки нержавейки на различных режимах. А так выглядит гравировка на дубовом бруске. На этом знакомство со станком я буду заканчивать. Честно говоря, своим функционалом и качеством выполнения работ он меня приятно удивил. В сравнении с моим самодельным станком этот станок более компактный и легкий и не имеет отдельного громоздкого ящика в виде блока управления, потому как все элементы управления смонтированы прямо на нем. Поработав на этом станке, мне еще больше захотелось станок с более крупным рабочим полем, который также есть у данного производителя. Но про этот станок я могу сказать лишь следующее. Он станет отличным помощником в мастерской для выполнения небольших задач, и человек с хорошей фантазией и творческим мышлением точно найдет ему применение. Для тех, кого станок заинтересовал, ссылки на него будут в описании. А на этом у меня все. Огромной всем удачи, мира и добра.